Итак, мы прожили целый год в Польше и очень благодарны этой стране за все. Нам тут очень понравилось, и мы еще обязательно тут поживем. Но сейчас нам прям срочно нужно переехать в теплый климат. Летим на Бали! Трансфер в Стамбуле просто шикарный. Дедулю встретили. Девочки в Джакарте. Последний самолет. И вот он, куча сумок. Welcome to Mali. Апокалиптический отель. Вообще это непередаваемое ощущение, когда ты после долгого перелета просыпаешься в отеле со всей семьей, выходишь на балкон и тебя обволакивает вот этот теплый тропический климат. И ты понимаешь, что ты вернулся в свой любимый регион. Приезд. Все молодцы. Мы заслужили это. Ура! Конечно, первые ощущения по приезду на Бали, они такие максимально яркие, потому что вот это переживание, что ты возвращаешься в свой любимый регион. Мы так соскучились по этому теплу, так соскучились по вот этой атмосфере, по этому эгрегору азиатскому, южноазиатскому, где все такое расслабленное, классное. Я так рада. И очень приятно оказаться было в этом месте всей большой семьей, вместе с родителями, вместе с детьми, когда бабушка с дедушкой давно не видели внуков, и вот мы воссоединились в этой всей атмосфере, мы приехали, проснулись в этом отеле, пошли на первый завтрак, это вообще очень круто и запоминающееся. Мы проснулись и пришли на первый завтрак, Настя нашла какое-то место, естественно, Настя нашла какое-то супер место. Ага, кушать. Первый семейный завтрак на балийском пляже. 69-й день рождения Валерий Антонович празднует на тропическом острове и завтракает. Зимний день рождения. В тропиках, да. В тропиках. С внучками. И с такими кокосами. Thank you. Baby food. Пока родители сидели с нашими малышками в отеле, у нас была задача найти виллу. Дав клич в группе в Фейсбуке Sanur Community, нам сразу посыпались градом предложения, мы начали ездить на мопеде, смотреть, выбирать виллы. Нужно сказать, что в районе Sanur ценники на виллы опустились примерно в 2 раза. И вот эта вилла, в которой мы заселились, стоила в обычное время, в обычный туристический сезон, около $2500. Вот, мы сняли ее вдвое дешевле. Как нам и говорили изначально, что нужно приезжать на Бали в это время, потому что это уникальное время, когда можно дешево жить, дешево снимать транспорт. И, в принципе, на долгой дистанции это окупает те расходы, которые ты вкладываешь для того, чтобы добраться сюда в это непростое время. Сейчас у нас новая проблема. Проблема белых людей. Человека. Мы не знаем, какую виллу выбрать. Ту, которая более современная, европейская, крутая, или та, которая крутая и в супербалийском стиле. Да, это реально большая проблема. And you said that somebody has already booked your villa, yeah, in the end of January? Блин, вот это реально проблема сейчас. Я не знаю, как выбрать между 2 виллами. Депозит еще пока не внесли, то есть пока непонятно, да? Но она говорит, если хотите на 2 месяца, то на 2 месяца она ее сдаст. То есть, мы не знаем, как она будет, пока ты здесь не поживешь. Переехали наконец-то в новую виллу, еле выбрали вот именно эту. Сейчас у нас тут уже детский сад. Бабушка с мамой уже тут приготовили первый обед спонтанный.
передвигаемся по острову с двойней. Ну вот, есть такая замечательная служба. Она называется такси. В Азии распространено приложение Grab. Каждая поездка на такси на Бали — это грусть и тоска, потому что каждый таксист рассказывает о том, что все очень плохо сейчас с клиентами, потому что нет туристов, нет заработка, все продают машины, меняют на более дешевые, потому что большие кредиты. Ну давай другую. Блин, жизнь грустна. Солнышко, успокойся, пожалуйста. Так как дедушка с бабушкой постоянно гуляют с нашими детьми здесь по Сануру, то их уже знают все таксисты, они приезжают нас забирать. О, мы видели этих детей, мы видели этих детей, мы знаем этих детей. С ними бабушка с дедушкой гуляют. Так что они уже у нас тут популярность. Ну, в общем, мы сейчас решили всем табуном заехать в местный Starbucks, потому что сегодня у бабушки с дедушкой выходной. И как выглядит попытка посидеть в кофейне с двойней. Thank you. Ну и, естественно, второй способ — это в коляске, также еще передвигаться с детьми. Мы на мопедах пока их не возили, для нас это пока не актуально, но вот на колясочке катаемся. В Сануре нам очень комфортно, потому что одна из причин — это потому что есть дорожка, которая идет вдоль пляжа. Такого в Тае вообще нигде нет. И можно кататься с коляской и на велосипедах, на байках там нельзя. И на велосипедах, и с коляской. Прям супер, очень удобно. И она очень долгая, там 5 километров или что-то вроде того. Это реально супер классная, крутая, отличительная черта Санура. Окей. Везде чекают, как бы на Бали нет карантина, все открыто, однако празднования новогодние всякие отменены, и вот всякие вот эти крутые мероприятия балийские, которые нам бы хотелось показать родителям, танцы балийские, знаменитое шоу, тоже все закрыто, вот, и они везде чекают температуру, приходишь, так забавно, что там зачастую он еще даже не видел циферки, окей, ты такой едешь дальше, типа, ну вау, все как бы для проформы. Просто идем через отельчик. Санур, я бы не сказала, что это место моей мечты. Я бы хотела здесь долго жить, на Бали. Потому что я думаю, что мы с Димой поедем в Убуд или Чангу. Ну, в общем, вайб нам больше подходит тот. Но с детьми, особенно пока они вот такие маленькие, это идеально с родителями, потому что тут все рядышком, тут все в пешей доступности, ну практически. И если ты хочешь куда-нибудь съездить, допустим, в Куту, в большой супермаркет, торговый центр, или в Убуд, или на Букит, там, я не знаю, покупаться или посмотреть что-то, то это тоже реально, ну, полчаса и все, ну, минут 40. Короче, все очень рядом. Это очень, у Санура очень удобное месторасположение. Вот так вот просто остановился возле какой-то виллы, пока дети спят. Тут просто тонны заброшенных резортов, вилл. Не заброшенных, а пустеющих из-за нехватки туристов. Там живут какие-то иностранцы, видно вдалеке, вот следующая вилла. Вот это огромная пустая, ну вот я съел, мол, типа, если дождь пойдет. И вон там уже пляжная линия. Короче, Санур, он мне чем-то отдаленно напоминает Самуи. Мы очень любили Самуи, вот это классный остров, но нам ближе именно по внутреннему ощущению это Панган. Вот так, можно и на великах покататься. Такая пенсионерская активити. Хе-хе-хей, классно.
О, поп, ты тут одной рукой. Стрёмно. Вообще экстремисты, экстремалы вообще. Не, эта дорожка, все минусы Санура, которые могут быть для нас, там, с Настей, это личное, чисто наше предпочтение, может быть, он слишком не молодежный, может быть, слишком не веганский, но эта дорожка вообще-то огромный, жирный плюс, это просто очень-очень круто, поэтому, ну, это реально один вот из аргументов при выборе района для жизни с детьми или спокойного отдыха, или для тех, кто не хочет осваивать езду на мопеде, потому что не все хотят ездить на байках. Я знаю уже эту историю из Таиланда, вот наши родители тоже не захотели. That is Balinese banana. My husband put the tree and then have this. Okay, how much this one? This one 30 for the lot. 30, okay, and 3 water. No, not today, thank you, thank you. Let's see. Thank you. I'm sorry, not today. А вот так выглядит Санурский пляж. Там для детей типа вот очень мелко, лягушатничек. Ну, есть еще какие-то пляжи. Я не говорю, что это единственное место, но оно самое-самое такое распространенное. Вот. И не знаю, да, нам по вайбу не совсем это прям место резонирует, но тем не менее мы довольны, что приехали сюда. Просто немножечко откиснуть после холодов, серости. Движушечка прямо на пляже. Сейчас зайдем где-нибудь посмотрим. Can you right now bring one coconut cold, one Green. green? Yeah, green. Такая вот атмосферка милая, приятная. Какой-то маркет, все едят, пьют. И ты танцуешь. Уже тенек нам выделили 2 таких дивана. Устали что-то все. Лиан, потанцуешь? Короче, такой пляж. Много местных. Young coconut, my friend. Drink. Very, very good for you, for your health, my friend. Drink. Young coconut, my friend. Молодец, дай 5. 5, молодец. Yummy. Традиционный салат. Гаду-гаду. И это какой-то fried rice, ТМП. О, смотри, какой сок. Подача такой плетеная, красивенько. Оп-оп-оп-оп. Бум. Что-то походу это какой-то местный пляж для местных, потому что очень много местных людей. Но иностранцы тоже тут есть, кафешки, тусуются. Привезли нам нашу доставочку, это веганский Наполеон. По поводу того, что у нашей бабули сегодня день рождения. Бабушка, извини, но без свечек, но Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, дорогая бабуля, Happy birthday to you. Веганский Наполеон. А мы сейчас едем праздновать день рождения нашей бабушки. Что-то посмотреть такое. Настя, Что? запевай песню. С днем рождения, люби до головокружения. Там что-то там настроение самых преданных друзей. Все вместе? С днем рождения. Водитель тоже. Водитель тоже в теме. Короче, у нашей бабули сегодня днюха, и мы едем сейчас. Ну, попадется ты. Шотган, очень прикольное место в Сануре, оно такое, не сказать даже, что какое-то супер островное, оно прям вот выбивается из санурского всего контингента кафешек, заведений, очень высококлассный уровень обслуживания, мы там несколько раз праздновали праздники, мамин день рождения, потом Новый год. Ну что? Давайте, с днем рождения, бабуля! С днем рождения, мамуля!
Еще раз с днем рождения! Пицца достойная. Ура, мы нашли достойную веганскую пиццу. Веганский сыр? С веганским сыром. Это же просто... Какой у Насти островной лук. Смотрите, Настя хозяюшка. Люблю помыть посуду. Да не, у нас просто уборка встроенная в дом, в виллу. Тут как бы в любом случае, если что-то снимаешь, то уборка 2-3 раза в неделю, поэтому смысл как бы человека лишать работы, если он все равно придет, правильно? Атмосфера на Бали реально напряженная в том плане, что огромное количество отелей простаивает, огромное количество вилл пустует, все, многое в запустении. Я не хочу нагонять ужаса, потому что, может быть, посмотрят люди, которые здесь давно живут, и конкретно у кого-то идут дела очень хорошо. Допустим, у хозяйки, которая сдала нашу виллу, у нее все круто, она их даже продает, у нее тут бизнес, она европейка, тут 20 лет живет, там, или 15, суть не в этом. Суть в том, что у кого-то очень плохо, у кого-то очень хорошо, но факт остается фактом, что огромное количество жилья, которое рассчитано на миллионные потоки туристов, или лонстейеров, зимовщиков и так далее, они пустуют. Поэтому, естественно, рынок проседает, ценник проседает, и можно найти крутые предложения. Некоторые стоят на своем, не хотят опускать цену, но тут уже выживает каждый как может. Ой, какая красивая вилла на видео. Ну и не на видео только. Да, вилла красивая, да. Только что приходила китаянка, это не японка, китаянка. Ты подумал, что японка. Да. Приходила китаянка, хочет купить нашу виллу. Ну, не нашу, а виллу, на которой мы живем. Вот. Ну, если честно... О, hello! Пришла Мэйд. Наша Мэйд пришла прибраться. Так и знал, что только закрою, и она придет. А наша спальня вон там. Вот там еще отдельная микрокомнатка, там еще сыгрывая для детей. Я сделал себе офис сначала, но потом, естественно, дети меня туда выжили. Вот такая маленькая зона. Не хватает. В Сануре, кстати, все виллы, которые мы посмотрели, без большой территории, это минус. Вот, чтобы с деточками тут гулять, с детишечками гулять. Вот, только басик и вот такая тема. Сегодня Тея свалилась в бассейн. Это родительская спальня, тут кладовка. Бабуля с дедулей вдвоем забирают 2 малышек прямо на целый день. И у нас есть много времени, чтобы поработать. Поработать. Пора кайфовать и немножко работать. Да, you know. Для нас очень важно, чтобы в месте, где мы живем, было много веганских заведений. Санур, конечно же, вообще не то место. Нам нужно было ехать в Ченгу или Убуд, это мы знали заранее, но опять же приоритетом нашего выбора всегда являлись дети. Однако кое-что мы нашли и в Сануре, поэтому ситуация не совсем катастрофическая, есть приятные заведения. Приехали в кафешечку, сейчас надо что-нибудь поесть, попить, поработать. Какое-то новое место, мы тут еще не были, называется Soul on the Beach. Сейчас будем чекать. Rainbow coffee, coffee latte, cappuccino flat white. Coconut soy milk есть. Ой, а здесь мы видим, как Настя снимает свои классные, красочные и веселые сторис для Инстаграм, поэтому мы приглашаем вас к описанию к ролику, где будут 2 ссылки на наши Инстаграмы. Переходите и подписывайтесь, ведь там все наши события и всякие движухи происходят гораздо быстрее, поэтому подписывайтесь, будет весело!
как это обычно бывает после всяких таких заведений, после вот такой еды высокохудожественной. Еду в обычный самый дешевый едальный, беру тарелку, такую порцию местной еды за $1-1.5 и ем. Вот как, например, сейчас мы приехали в один из варунгов. Варунг — это кафе. Здесь куча всякой еды, куча много всего. Они накладывают тебе уже готовую еду. Тебе кидают белый рис, потом вот какой-то рагу, темпе, овощи, лапша, но все порционно. Вот как у Насти больше овощей. Одна тарелочка стоит 16 тысяч, при том, что $1 это 13 500. У Насти получается 13 тысяч, у нее там чуть меньше. И 4000 вот такой чай. Можно с сахаром, можно без сахара. Очень вкусно, но адски остро. Да, здесь я вообще чувствую себя как вот прям в путешествии, да, с таким матерым тревелером. Тут только местные. Вот. Мы просто обожаем эту еду. Но самое главное не знать и не видеть, как они готовят. Лучше не видеть, конечно, отбивает охоту, но за 4 беспрерывного года проживания в Таиланде у нас не было ни одного отравления. Ну там то же самое, тоже все на улицах, они руками берут деньги, готовят. Ни разу, никогда, ни намека. Здесь по приезду у нас была акклиматизация, было отравление, но это было отравление не пищевое, это был ротавирус, как сказал доктор, но это нормально. Но в плане антисанитарии, как бы это все ни выглядело, это все безопасно. Вот на себе проверите, сколько раз. Shrimp. This one with tempeh. Tempeh chips. Okay. And this one? Flour? Yeah, also, but this one with cassava. Cassava? What is the cassava? Cassava like potato, but different. Окей, cassava. Окей. Сегодня 31 декабря, и у нас семейный праздник, Новый год. Мы встречаем на Бали всей семьей. В тропической атмосфере. Настроение не чувствуется, но вот мы взяли специальную шапку. Завтра сделаем оливье, поставим иронию судьбы и будем пить кокосы и купаться в море. Тоже вариант. Ну как Новый год в тропиках? Вообще не чувствуется, что это Новый год. Да, ну и хорошо. Зато не надо стругать шубу, делать оливье. Новогодний кокос у нас. И вот такой вот смешной Дед Мороз. И вон там елочка у нас. Это... Праздники. Самое главное, что эти праздники это семейные праздники, а уж где не важно. Будет все еще лучше. Еще будет лучше. Давайте. Всех с Новым годом. Белорусам, да, перемен, что все будет хорошо. Следующий год однозначно, мне кажется, принесет свободу, счастье, освобождение. Christmas, my true love gave to me 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge. Ну и раз такое дело, то не забудьте написать в комментариях, как вам район Санур, нашими глазами, были ли вы в этом районе, или вообще какой район Бали вам нравится больше всего. Поэтому не стесняйтесь, пишите комментарии. И я еще раз вам напоминаю, что если вы не хотите пропустить следующее крутое видео, то нажать на колокольчик — это просто в ваших интересах. Увидимся в следующих видео. Пока!